regularly, my friends? И снова Гуруджи хочет знать, регулярно ли мы выполняем практику. Even if not, say yes, no problem. Даже если кто-то нерегулярно или не выполняет, все равно кивайте «да». So you are saying yes, so it encourages me that we should have I could say, the systematic study, so that you pick up the things easily after so many lessons. Поскольку мы все сказали «да», то это вдохновляет Гуруджи на новые занятия, построенные таким образом, таким систематическим образом, чтобы мы для себя могли полезные вещи оттуда черпать. So what is the systematic study Sergey has written? So what is the systematic study? Every time, if you pick up the lesson today's lesson easily, then it is always good to prepare a note. Listen to it, listen to the session again, keep a notebook, prepare a note in the form of a question and answer. Что здесь Гуруджи имеет в виду под систематическим изучением или обучением? То, что мы, прослушав лекцию, должны составить такой себе конспект в форме вопросов и ответов по теме лекции. What is the goal of life? First question. Первый вопрос. Какова цель нашей жизни? So we have to keep in mind all the time what exactly is the goal of life. Мы должны в своем уме постоянно поддерживать понимание, какая же цель нашей жизни. So you go and meet your friend and some dispute takes place. Your goal of life is to awaken and realize yourself, and you start fighting. Мы встречаем какого-то друга и начинаем с ним о чем-то спорить. При этом наша цель в жизни — это достичь просветления, но мы почему-то начинаем с ним ссориться. So if you remember the goal of life, then what happens? You withdraw from the reaction, from the blame and the complaint game. You are ready to go. Но если мы памятуем о том, что наша цель в жизни — это достичь пробуждения, то тогда мы отстраняемся от этого желания кого-то обвинить, кому-то что-то доказать, и тогда мы встаем на путь. I'm making a very brief so that if you all absorb this, so I will start with the text which answers the question and answer. Гуруджи вкратце объясняет это для того, чтобы мы смогли это впитать как можно быстрее, а затем он будет нам комментировать текст. What is the common desire of all the human beings? Какое у всех человеческих существ, живых существ, общее желание? So the entire Eastern wisdom, Krishna, Buddha, great masters say only two common desires: end of all the sufferings and continue to be in the state of permanent peace, happiness, love. Восточная мудрость утверждает, что существует всего два желания, которые для всех являются общими. Первое — это прекращение страдания, а второе — это
постоянное пребывание в мире любви, счастья и мудрости. Do you remember the first question? Помните первый вопрос? No, I forget. I have a lot of things to do in my life. Кто-то может сказать, нет, я забыл, поскольку у меня много разных дел в жизни. So what happens if you remember the answer of the first two questions in your mind? The masters of the Eastern wisdom has to start the journey the way. For example, the way the singer starts playing an instrument first and then he sings. Точно так же, как певец, прежде чем начать петь, он должен изучить музыкальный инструмент, точно так же и мы должны памятовать эти два вопроса, ответы на эти два вопроса постоянно. Did you understand this? Все поняли? No. You want, say, $10,000 from Sergey. So do you directly say, or you go to him, how are you, Sergey? What is happening? And Sergey says, I have started a new business. I bought a new car. So when you are sure that now he has a lot of money, so $10,000 is not a big deal for him, and you say, please give me. Такой пример. Например, вам нужно $10 000. Вы идете к Сергею, и вы не сразу его начинаете требовать $10 000. Сначала вы заходите издалека. Как дела, Сергей? Как с бизнесом? Как поживаешь? Когда Сергей расслабится и расскажет, что у него большой, серьезный бизнес, и деньги текут рекой, вот тогда-то вы и скажете, а не одолжишь ли ты мне $10 000? That is how every master talks about certain principles that fits into the main goal of life to help the seeker to start the journey. Вот таким же образом каждый учитель, подобно тому, как в той истории с Сергеем, точно так же он подводит искателя для того, чтобы помочь ему двигаться по пути. It happens, you are meeting a beautiful girls we already see here, and then you indirectly ask, everything is okay? Do you have a family? No, I don't have a family. Then there is a chance. И когда, например, вы встречаете девушку, которая вам понравилась, вы тоже начинаете издалека, вы спрашиваете, как у тебя дела, есть ли у тебя семья, и когда она говорит, что семьи нет, тогда вы понимаете, что у вас есть шанс. Did you understand now? Все поняли? Yeah. If I talk about girls, you can easily understand. Когда речь идет о девушке, тогда все парни моментально понимают суть. So we keep the main goal in our mind, but we have to start so that we can reach to that goal. Мы должны постоянно поддерживать эту цель в нашем уме, но нам нужно с чего-то начать для того, чтобы двигаться к цели и достичь ее. So like here I want to clarify, when we talk of the Four Noble Truths, that is just the beginning to reach to the highest state. Когда мы говорим о 4 главных истинах, то это только начало для того, чтобы достичь наивысшего состояния. Do you remember the two questions? And
and their answer? Все ли помнят два вопроса и ответы на них? Say yes. Even if it is not, it's okay. Кивайте, да, помнят. Помнят. So the second question is, what is the common desire? And the master says, every human being wants to end suffering and wants to live in peace, happiness, love, and wisdom all the time, 24/7. Второй вопрос – это какое общее желание для всех живых существ. И учитель на этот вопрос отвечает, что есть два общих желания. Это первое – это прекратить все виды страданий. Второе – это постоянно жить в мире любви, счастья и мудрости. Clear? Всем понятно? So now you create a question from the answer of the second question. What is the answer? End of suffering and awakening and living in peace and happiness. So as a seeker, you should ask the question, what is end of suffering and what is living in permanent peace and happiness? А теперь, будучи искателями, мы должны из этих ответов создать новые вопросы. То есть из ответа насчет того, что общим желанием является прекращение страдания, мы должны задать вопрос, а что такое прекращение страданий? А из ответа, что второе общее желание – это жить в мире счастья и мудрости и любви, мы должны задать вопрос, а как это жить в мире счастья, мудрости и любви? And answer is awakening, liberation, realization. И ответ – это пробуждение, реализация. You see that when you send me you share your experiences by email. So today, Dennis sent me his experiences and what he is doing. So that prompts my mind to start talking the way I'm talking today. И когда мы присылаем в имейлах сообщения, описывающие наши переживания, впечатления от практики, то это наталкивает его на мысли о том, о чем поговорить на следующем занятии. So did you understand the three questions and their answer? Все ли поняли три вопроса и ответы на них? Say yes, no problem. Кивайте, не проблема. But now what answer I gave, end of suffering and permanent happiness is nothing but awakening and realization. Прекращение страданий и мир счастья и мудрости – это не что иное, как пробуждение и реализация. But then realization of what? So we say realization of the real self, your true nature. Реализация чего конкретно? Мы говорим, что это реализация нашей истинной природы или истинного «я». I'm expanding the third question and its answer. Remember. Гуру объясняет ответ на третий вопрос. So, no. Now, you have already told me as a teacher that my true nature is peace and happiness. But that is the indirect knowledge. When it becomes a direct knowledge, when your mind declares inside that, yes, I am the real self. Кто-то может, простите, так вы же нам уже объяснили, что наша истинная природа – это мир, любовь и счастье. Но это является косвенным знанием, потому что оно было просто озвучено учителем, а прямым
знанием для нас оно станет тогда, когда мы сами, когда наш ум скажет, да, действительно, это так. Мир, счастье, мудрость — это моя истинная природа. So do you understand indirect knowledge by the teacher and the text and the teachings of the great master, and direct knowledge by myself? I declare that I am the real self. То есть сегодня нам нужно понять концепцию косвенного познания, когда мы познаем с помощью учителя или с помощью текстов, и прямого познания, когда мой собственный ум провозглашает, что да, я истинная, и моя истинная природа превращается в мудрость. Clear? Всем понятно? So then the next question comes. I have already heard you. What should I do? И тогда возникает следующий вопрос. Да, я вас, учитель, услышал, и что же мне теперь делать? So I should separate the goals and the means in my life. Я должен отделить цели своей жизни от средств достижений. Car is a mean to travel. Phone is a mean to receive a call. Call is a goal. Машина — это средство передвижения, телефон — средство приема звонков или разговора, а разговор по телефону — цель. Wealth, pleasures in the world, and follow the rules in life are the three means to the final goal, that is to know my real self. Богатство, удовольствие и следование правилам в нашей жизни — это три средства для достижения нашей цели в жизни, познания себя. We are still understanding the third question deeply, clearly. Мы разбираем, глубоко и подробно разбираем третий вопрос. So when you wake up in the morning, you recall and remember, I'm the real self. I have yet to reach to the real self. I don't know. I heard from the teacher. Когда мы просыпаемся утром, мы должны вспомнить, что я являюсь истинным я, но я еще не в полной мере достиг осознания этого, не почувствовал себя истинным я, как утверждает это учитель. So you are very clear. That is your main goal. That is only the goal of life. Other are the means, so you continue working in your life. Но нам должно быть предельно ясно, что познание себя — это есть моя истинная, единственная цель в жизни, а остальное — это лишь средство достижения этой цели. Again, I'm using the same example which you would love. That's why I'm using. You see a beautiful girl and you are not married. Now you want to talk. That is the beginner's approach. But your goal of talking to her, taking her number, knowing her name, are the means. И снова приведет нам пример с девушкой, поскольку нам этот пример, такие примеры нам наиболее понятны. Если парень видит красивую девушку, то он хочет с ней заговорить, взять ее номер телефона, спросить, как у нее дела и так далее. Но все это лишь средства. Well, I'm only talking about girls. We have very handsome and smart people here in this group. Even the girls may be want to talk to them.
несмотря на то, что Роджер говорит о девушках, у нас тут также и парни есть в этой группе. Sana is happy. So once you contemplate and reflect on the three questions, then we can have little bit understanding of what exactly is the Eastern wisdom. Когда мы глубоко поразмышляем на тему этих трех вопросов, то тогда мы можем продолжить изучение темы восточной мудрости. When you become clear answering the three questions, then you realize that Eastern wisdom is nothing but the self-awareness program, emotional freedom program, mental transformation program. Когда мы ответим, когда мы поразмышляем над этими вопросами, то тогда мы поймем, что восточная мудрость — это есть не что иное, как программа самоосознанности, программа эмоциональной свободы. What is self-awareness program? In the morning you wake up, your relationship is full of the stress and your mind calms down. That is not my goal, and the stress is gone. Что такое программа самоосознанности? Когда мы утром просыпаемся и мы уже в стрессе, у нас множество разных проблем, мы вспоминаем о том, что эти проблемы не имеют отношения к моей истинной цели, и все стрессы и проблемы устраняются. That is what Buddha says. The word is suffering. Это и имеет в виду Будда, когда он говорит, что мир — это страдание. And when the wealth, the pleasure in the world outside and follow the rules of the society and the law, which is known as the dharma, becomes the means will never create any suffering. А когда наше богатство, удовольствие и следование правилам, законам, или еще это называется карма, когда это лишь средство для достижения самой главной нашей цели в жизни, то тогда эти средства не создают нам никаких проблем. So the cause of suffering, now reverse the teaching of the Buddha to understand it clearly. When the Buddha says samsara is suffering, now why the samsara is a pleasure for me? Когда Будда говорит, что сансара — это страдание, мы должны задать вопрос, а почему тогда мне сансара приносит удовольствие? Do you know it? Кто-то знает ответ на этот вопрос? After this session, I have lot of things to do for my pleasure. Finish up the lesson as fast as possible. После занятия у меня ожидает столько всяких удовольствий. Давайте побыстрее заканчиваем. Можно я попробую? Светлана wants to add something. Yes, add something. Сансара может принести нам ни как радости, ни как каких-то неудобства. Это всего реакция мозга.
И сансара не может принести нам. Не может принести ни радости, ни каких-то негативных эмоций. Это реакция мозга. Samsara cannot give us neither pleasure nor Yes. unpleasant experience. It's just a reaction of our brain. So this is an intellectual information, and when that intellectual information becomes a declaration by your mind, you are free from stress. Ну, это просто интеллектуальное умозаключение, но когда это умозаключение становится действительным переживанием ума, то тогда ты освобождаешься от стресса. So that gives you an answer to the question how to start experiencing samsara is suffering. И это начало ответа на вопрос, как понять, что сансара — это страдание. It happened when I was teaching 30 years back. So he was an engineer in India, and when I discussed about it, so he went to his home and he told his wife that samsara is suffering, I'm not going to talk to you anymore. And from today, I will live in my own room. What a crazy stuff. 30 лет назад эту тему объяснял одному инженеру, и тот, вернувшись домой, сказал своей жене: я теперь понял, что самсара — это страдание, поэтому я не буду больше с тобой общаться и буду жить только в своей комнате. Вот такой безумный товарищ ему попался. Did you understand what should we do? Все поняли, как нам следует себя вести. We should change our mind inside. What is that mind to change? Means and goals. Be clear. Нам следует изменить свой ум таким образом, чтобы ему была ясна разница между целью и средствами достижения цели. It has nothing to do with your husband or wife or children or society. First, you have to change yourself. И это никакого отношения не имеет к вашему мужу или жене, или детям, или обществу. Это имеет отношение только к нашему собственному уму, который нам следует изменить. A small mistake. Now he started attending my Mondays and Thursdays group session. Now he has realized what was the mistake. И сейчас тот человек, о котором Гуру Джа говорил, 30 лет назад, который вот сделал эту вещь, он снова стал посещать его занятия и вот наконец понял, в чем заключалась его ошибка. And he has changed completely. И он полностью изменился. But after 30 years. Но спустя 30 лет. Why? Because of ignorance. Почему? Из-за неведения. Because he did not follow the teaching correctly. Потому что он не следовал учению должным образом. Do you still remember I told you that if you want to approach a girl, you just want to ask what's your name, where you live, etc., etc.? Все помнят, что нужно делать, если вам понравилась девушка. Нужно, написано, подойти, затем спросить, как ее зовут, где она живет, и взять ее номер телефона. Similarly, then the master says there are the three bases. Подобно
образом учителя говорят, что есть три базиса, три основы. So understand now it is still I'm expanding the third question. Это все еще город объясняет нам третий вопрос. So I am here, I have a problem there, and I pray God that is at the third location. Я нахожусь здесь, у меня где-то там проблема, и я молюсь какому-то Богу, который находится вообще неизвестно где, в каком-то третьем месте. Did you understand this? Все поняли? Or should I leave the topic? I am here, problem is there, second location. I am here, problem is at the second location. And third, then there is a God. So I say if I pray God, the problem at the second location will be solved. Ну, снова говорю, это то же самое повторил. Я нахожусь здесь, вот в этом месте. У меня есть какая-то проблема, которая находится где-то в другом месте. И есть некий Бог, который вообще где-то в третьем каком-то месте находится. И я молюсь этому Богу, надеясь на то, что он решит мою проблему во втором месте, несмотря на то, что я нахожусь вообще и не во втором, и не в третьем, а в первом месте. Did you understand this point? Все поняли мораль этой басни? Why we go to temple and churches? God help me. Зачем мы ходим в церкви и в разные эти религиозные учреждения? Для того, чтобы попросить Бога о помощи. That is clear to you? Это всем понятно? Why we ask God help me? Because there is some problem. Почему мы Бога просим помощи? Потому что у нас есть какая-то проблема. Did you understand the 3 points? Все поняли 3 момента. Clear? Всем ясно? Now tell me what is the problem here? What is ignorance here? Теперь скажите, в чем здесь проблема, в чем заключается неведение? Buddha hammered on this attitude of the mind to declare samsara is suffering. Будда пытался разрушить такое отношение ума и провозгласил, что сансара — это страдание. We are still covering the third question. Мы все еще разбираем третий вопрос. А можно еще по поводу этого спросить? Светлана wants to ask a question. Вот когда есть проблема отдельно от нас, то когда мы переносим на что-то это или, у некоторых, может быть, или какие-то мысли, или любовь, мы, получается, из этой негативной ситуации себя как бы вытаскиваем. И тогда нам легче смотреть на нее со стороны. И, возможно, тогда быстрее придет решение. А что, есть проблемы отдельные от нас? Когда мы находимся внутри этой проблемы, то она как бы полностью наше пространство занимает, умственное. А когда мы на нее так со стороны смотрим, то мы можем найти какое-то решение, которое вне этой проблемы.
может быть, это помогает, ну, вот это вот, как бы, молитва или мантры. When there is a problem that is separate from us, we have to look at it from the outside. Maybe this helps to solve it. Yes. Although I understood the question. Yes, problem and the word are related. Remember, if there is no word, there is no problem. That is what Buddha says, word is suffering. Проблема и внешний мир связаны между собой. Если нет внешнего мира, то нет проблем и нет страдания. Именно это Будда имел в виду, когда он сказал, мир — это страдание. If I am not the world, there is no problem. Если я не являюсь миром, то тогда нет проблем. Did you understand that? If there is no world, where is the problem? Вернее, если нет мира, то тогда нет проблем. Нет мира, нет проблем. Если нет мира, то откуда взяться проблем? And how I am related to the world? А каким образом я связан с миром? Because of wealth means possession, because of seeking pleasure, second, because I am a sinner or I am a good person, it is all about religion, do's and don'ts. И с помощью богатства, с помощью удовольствия и с помощью моего отношения к миру, то есть я себя считаю грешником или праведником с помощью той религии, которую я исповедую. Because we are not clear about our relationship to the world outside. Why we are not clear? We are living in ignorance. Why we are not clear? We relate ourselves to the world in ignorance, with attachment, with desire, with craving, with greed. Наше отношение к миру связано с неведением. То, как мы относимся к миру с помощью страданий, с помощью желаний, с помощью страсти и прочего, это есть продолжение нашего неведения. In future we will learn all that we are seeking from the world comes out of ego, the I thought. And this I thought does not exist. So we force it to exist and then we start seeking pleasure. That causes the suffering. This is what the Buddha says, the world is suffering. But we do not understand. В будущем мы поймем, что все, чего мы хотим от внешнего мира, мы хотим из-за нашего эго. Но эго не существует, а мы заставляем его существовать. И поэтому мы страдаем. Поэтому Будда говорит, что мир — это страдание. So we will take up that question later. Now come to the same question. 3 issues. I am here. I go to God and pray. What I want to prove to the God? Tell me. Но мы это разберем чуть позже. А сейчас мы вернемся к 3 моментам, к 3 основам. Я нахожусь здесь, я иду к Богу и молюсь Ему. Что я хочу доказать Богу с помощью своей молитвы? Такой вопрос. My mind says, God, you are all pervading. But
to solve my problem, I have come to the church and the temple. Мой ум говорит, Бог, ты всепроникающий, но для того, чтобы решить мою проблему, я пришел в церковь к тебе молиться. Did you understand? Все поняли? So God does not have any problem. I have a problem in my mind. То есть у Бога нет никаких проблем, а проблема существует у меня в моем уме. And that problem is ignorance. И эта проблема неведения. Today, did you understand the subtle nature of this journey? Все ли поняли тонкую природу этого пути? I have to examine each and every thought that I speak, each and every action that I perform, the way I think. Then only I can reach to the second answer of the second question. What is the common desire? It is the end of suffering and awakening and realization. Я должен проанализировать каждую свою мысль, каждое слово и каждое действие. И только тогда я смогу для себя дать ответ на второй вопрос, что является общей целью для всех живых существ. Это прекращение страданий и постоянное пребывание в мире любви и счастья. Are you really understanding so that I pick up this text in the form of a question and answer that will help you to understand the entire journey clearly? Все ли понимают то, о чем Гурджа говорит, в форме вопросов и ответов? Если да, то тогда он продолжит. Можно Question, Рома. Что подразумевает под словом молитва? When you explain the prayer to the God, what exactly do you mean by the prayer? Why you are jumping so fast? We are still solving the problem. That why my mind claims, one part of the mind claims God is everywhere. Second part of the problem, the action. So I go to a God at a particular place and the time to pray. I have to resolve this problem first before I know what the prayer is. Прежде чем, то есть это ты забегаешь вперед, отвечает Гурджи, прежде чем ответить на вопрос, что такое молитва, мне нужно решить для себя другую задачу, дать ответ на такой вопрос. Если я уверен, что Бог всепроникающий находится везде, тогда почему я иду в монастырь или в церковь, в храм для того, чтобы ему молиться? Do you see any Miss Universe and you say just, Miss Universe, I want to marry you? First introduce yourself, share your phone, know the number and the name, build a relationship, communication, then only you propose. Если ты встречаешься с самой красивой девушкой, то ты сразу же ей предлагаешь жениться. Или ты сначала с ней заговоришь, купишь номер телефона, спросишь, как дела, начнешь строить отношения, и только тогда, возможно, ты ей предложишь выйти замуж. We will cover all the questions, but it has to be step by step.
То есть это к тому, что Гуруджи ответит на твой вопрос и на другие тоже, но чуть позже. Все step by step. And if the God is everywhere, as we know, we all know it. If God is everywhere, let me pray here and now. Если Бог везде, если Он все проникает, то тогда я могу молиться здесь и сейчас. I'm answering in a single phrase your question, but I will explain it later. I remember inside that you are everywhere. That is the greatest prayer I can do. Вроде в общем ответил на твой вопрос, но чуть подробнее он объяснит позже. А сейчас нам достаточно понять, что Бог всепроникающий находится везде. Это наивысшая из возможных молитв. So if you all are committed to a systematic study and the journey to the self-discovery, so I will go by these question and answers. But what is your job? You have to listen it a couple of times, and with every question you find the answer, then you have to close your eyes and see if that answer is your answer. You become a seeker. Мы занимаемся систематическим изучением восточной мудрости, и Гуруджи сейчас выбрал для нас такой формат вопросов и ответов. Но для того, чтобы этот формат был для нас продуктивным, нам нужно, после того, как мы будем слушать эти лекции в процессе, нам нужно после каждого вопроса сесть и задуматься, ответ на этот вопрос действительно ли является моим ответом, то есть принимать этот ответ так, как его нам описал Гуруджи. Don't promise me, but promise to yourself. Мы можем это не обещать Гуруджи, нам следует это самим себе обещать. Один вопрос. Another question from Armin. Yes, sir. Мы говорим молиться, вопрос, то есть я, есть проблема и есть Бог. То есть типа три места. Скажем так, истинное я не является, частью Бога, да? То есть, если мы стремимся, наша сила это и туда, да? Павка. Армен, вообще ничего не слышу. Постарайся как-то помедленнее, и потому что съедает твои слова. Я понял. Истинное я является Богом? Это понял. Okay, so you explained it as if there were three places: myself, the problem, and the God. Three different spaces or places or locations. I asked a question and you have to answer me. Yes, and Armin asked whether the real self is the God here or not. You are jumping too fast. Even if I say yes, what will happen to you? Поспешаешь поперед батька в пекло. Даже если Гуруджи ответит тебе «да», что это тебе даст? So we will pick up all these questions, whether
that God is the real self or the real self is the God. If the real self is the God, I don't have any problem. So there are no three. There is only one. Мы чуть позже ответим на вопрос, является ли истинное Я Богом, но сейчас уже можно сказать, что если истинное Я является Богом, а я являюсь истинным Я, тогда никакой проблемы по определению быть не может. So even if I say yes, it demands an answer of the questions that what is the nature of the real self and what is the nature of the God. If they are same, we have the answer. Лежит в плоскости ответа на такие вопросы. Чем является Бог и чем является истинное Я? И природа Бога и природа истинного Я — это есть одно и то же или нет? Если это одно и то же, то тогда ответ, там ясен ответ. Are you clear? Понятно? So simply saying yes by me or no to me will not help. I have to go deeper. I have to continue the study. I have to contemplate and reflect. I have to do the practice to reach to that state. То есть недостаточно просто ответить да или нет, нужно глядеть в корень, нужно практиковать, нужно размышлять для того, чтобы не просто дать односложный ответ, но понять почему-то. Did you understand that? Понял? Same approach. You are approaching Miss Universe. First, you have to start with the basics. Until you build a relationship, then you say, do you want to marry me? То же самое, как когда мы хотим с красивой девушкой строить отношения и сделать так, чтобы вышла за нас замуж, нужно вначале начать издалека. So when you understand clearly this is the nature of the real self and I am the real self, then your mind is attracted to only the real self. That mind comes to an end. That is what the emptiness is. That is what the nothingness is. That is what the mindfulness is. Когда мы поймем природу истинного Я, то наш ум естественным образом подтянется к истинному Я. И это и называется пустота, да, или ничто. My master made me understand in a different way. Can you see sun directly? No. Учитель Гурджи объяснял это другим способом. Он спрашивал, можешь ли ты напрямую наблюдать солнечный, солнце, смотреть на солнце? Нет, не могу. Can you see the moon directly? Yes. А можешь ли ты смотреть на Луну, прямо смотреть? Да, могу. Does the moon has its own light? Но излучает ли Луна свет? No, it is sunlight. Нет, она просто отражает солнечность. But I have to start the journey from the moonlight to reach to a state to see the sunlight. Но начать свой путь я должен с Луны для того, чтобы достичь того уровня, когда я смогу прямо смотреть на Солнце. Today's session is all about moonlight. You are asking for sun. We will be there. И сегодняшнее занятие нам объясняет Луну, а вопросы Армена уже связаны с Солнцем. Wait. Arman, did you understand it?
Армен понял? So I believe so that I believe all the time. I know you are the real self. You don't know. That is the only problem. Городжи знает и 24 часа в сутки постоянно находится в осознании того, что все мы — это истинное Я, а мы это не знаем. So we have to start with the moonlight. We know everything, and then we question, does the moon has a light? No. Who has the light? The sun. How it happens? It is a reflected sunlight. So this moonlight is nothing but the mind, and sunlight, when the sun is nothing but the real self. Поэтому мы должны начать свой путь со света Луны, и мы должны задать себе вопрос, является ли этот свет Луны истинным. Ответить на этот вопрос нет, это отраженный свет, и тогда мы поймем, что наш ум подобен Луне, а свет, который он отражает, свет Солнца, это свет истинного Я. Any question? Вопросы? So listen to it again, understand the question, and then also understand the answer given to us by the masters. Then from that answer, think of it, contemplate and reflect. Means you have many questions because the master gave that answer. So then find the answer. If you do not find the answer, send the email to me, and that is how we will start our totally a new journey, starting from the basics, moonlight, then we reach to the sun. Нам нужно снова и снова слушать эту лекцию и внимательно изучить те ответы на вопросы, которые предложил учитель. Из этих ответов сформулировать наши собственные вопросы. И если мы сами не сможем себе дать ответа на эти наши уже сформулированные вопросы, то нам следует прислать эти вопросы Городжи, и вот таким образом мы начнем наше новое путешествие. So I will use that text which was written a couple of 100 years ago by a master who was a great devotee of Buddha and also the Krishna. So I will pick up that and then we will start with the question and answer to be very clear. But at the same time, you have a responsibility to continue the practice. At least for an hour every day, you should contemplate and reflect on it. С следующего занятия мы будем разбирать текст, который написан одним из последователей Будды и Кришны, тоже в форме вопросов и ответов, но у нас остается обязательство выполнять практику и ежедневно, по крайней мере, в течение часа размышлять над вопросами и ответами и над содержанием лекции.